Июль 2003 года. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций проходит экстренное заседание Совета Безопасности. Госсекретарь США Колин Пауэлл, пытаясь доказать факт наличия химического оружия в Ираке, демонстрирует собравшимся небольшую пробирку. Здесь помещается чайная ложка спор сибирской язвы. У Ирака есть десятки тысяч таких чайных ложек этих спор. То есть мы в своей практике называем этот взгляд лжеца. Сказал блок неправды, посмотрел, убедился, мне вообще верят, нет? Тогда можно дальше продолжать говорить. Через полгода Багдад подвергнется бомбардировкам. Правда, следов сибирской язвы, как и других следов химического оружия, там не найдут. Заявления госсекретаря США оказались лживыми. 5 граммов вещества неизвестного происхождения. 5 миллионов погибших. Никто до сих пор не знает, что там было в этой пробирке, но якобы наличие оружия массового уничтожения у Саддама Хусейна оправдало глобальную военную операцию при участии нескольких стран против Ирака. Разоблачить ложь бывает гораздо труднее, чем эту самую ложь создать. Что наша жизнь? Одна сплошная иллюзия, в которую нас кто-то заставляет верить. Мы живем в мире, сотканном из представлений, зачастую имеющих очень мало общего с реалиями. В мире умелых выдумок и сказок, занимательно рассказанных нам нечестными политиками, недобросовестными историками, некомпетентными экспертами. Наш мозг, он устроен таким образом, что каждый раз проверять всю информацию, которая к нему поступает, ему не хочется. В интернете, когда нам кажется, что мы в гораздо большей мере сами активны и сами выбираем информацию, наш мозг иногда превращается в мозг ребенка, которому предложили много сладостей на выбор, и он хватает и то, и другое, и третье, и гораздо менее критично воспринимает это. Глобальная сеть – настоящий рай для лжецов и манипуляторов всех мастей. Огромная часть информации, которая появляется в интернет-изданиях, нередко оказывается недостоверной. Иногда ложь маскируется под яркими заголовками. А иногда приобретает настолько изысканные формы, что обнаружить обман становится не так просто. Мистификации, фальсификации, клевета и блеф давно стали нормой в сетевом пространстве. Ложь, выдаваемая за истину, позволяет вести войны. Ложь помогает оправдывать преступления и манипулировать массовым сознанием. Она позволяет зарабатывать политические баллы и получать выгоду из воздуха. В обществе много людей доверчивых и, прямо будем говорить, глупых. На этом, собственно говоря, и строится любое мошенническое поведение. Там все основано на однажды понятом ими принципе, что в обществе много глупых людей. А раз их много, то почему вы их не обманываете? Они хотят обманываться. Они реально хотят обманываться. И почему-то существует там мечта о волшебной палочке все время. Что вот мы там купим волшебную таблетку, волшебный телефон, возьмем волшебный кредит, и все у нас будет сразу круто, классно и без труда. Сладкая ложь туманит человеческий разум и зачастую выглядит привлекательнее истины. Что заставляет людей безоговорочно верить тем, кому верить нельзя? Зачем вокруг нас создается фальшивая реальность? Как не запутаться в паутине лжи, особенно если она соткана столь искусно? 31 августа 1939 года. Группа нацистской службы безопасности по приказу Гитлера инсценирует захват поляками немецкой радиостанции в Глейвице. Один из участников провокации зачитывает по радио ложное сообщение о том, что польская армия пересекла германскую границу. Затем провокаторы расстреливают немецких заключенных, одетых в польскую военную форму. В своей речи фюрер, объясняя мотивы нападения Германии на Польшу, помимо прочего ссылается и на лжезахват в Глейвице. Поначалу нужны были обыкновенные поводы и обыкновенные провокации. Так начинались две первые мировые войны.
убийство эрцгерцога, мнимый захват радиостанции в Польше, который явился поводом для вторжения нацистов. Раньше нужны были только поводы. Сейчас нужно оправдание. Потому что в глобализованном мире, когда мы все имеем доступ к средствам массовой информации, всегда можно поставить под сомнение некий мотив, в кавычках, добра, который идет бороться со злом. Поэтому технологии сейчас, они отрабатываются уже просто до деталей. Они становятся чудовищно профессиональными. Преступные способы развязывания войн за последние десятилетия мало изменились, считает политический обозреватель Андрей Кондрашов. А вот методы их ведения стали другими. Сегодня войны ведутся не только в окопах, но и на страницах газет, в блогах и социальных сетях. Информационное оружие по силе воздействия сравнимо лишь с оружием массового поражения. Ведь виртуальная война в итоге приводит к реальным жертвам. Промывание мозгов. Эта технология началась еще во времена Корейской войны. Но сейчас она доведена просто до совершенства. Мы видим, как на наших глазах переворачиваются мозги у миллионов людей, населяющих Украину. Им достаточно было сказать, что те люди, которых вы сожгли в Одессе, это не люди, это некие колорадо. И миллионы в социальных сетях кричат о том, какие же молодцы те люди, которые устроили шашлыки из этих самых колорадов. Если это еще вместе с тем сопровождается производством огромного количества, как сейчас говорят, фейков, то есть подделок, то тогда успех и фон идеологический этой войне абсолютно обеспечен. Информационные подделки, фото и видеофальшивки активно процветали во время конфликтов на Балканах. Запад тогда откровенно лепил из сербов настоящих монстров. Кадры, которые обошли многие мировые издания. Изможденные люди за колючей проволокой, протягивающие руки за куском хлеба. Это концлагерь, организованный сербами, утверждала пресса. Элементарно, посмотрите, там расстояние между этими колючими проволоками, там полметра. Любой нормальный, физически здоровый человек в 3 шага вылезет из таких застенок, если захочет. Потому что это не концлагерь. Как потом выяснилось, это был пункт сбора боснийских беженцев. Эти люди, которые не подвергались репрессиям, они просто оставались на месте сбора беженцев, а разговаривали с журналистом через колючую проволоку, потому что журналисты их об этом попросили. Однако именно это дало повод обвинить Милошевича в преступлениях перед человечеством, когда всем доказали, он должен быть изолирован. Фальшивки в современной информационной войне играют весомую роль. И технология их создания очень проста. Нужно лишь на голубом глазу многократно в разных вариантах повторять одну и ту же ложь. Что, скажем, повстанцы сами обстреливают свои города из собственных градов. Или что в Одессе люди сами себя сожгли в доме прусаидов. Информационное поле перенасыщено. Очень много источников информации. Это и социальные сети, и просто интернет, и телевидение, и радио. Когда мы находимся в таком потоке, есть 2 варианта. Иногда критичность снижается, а иногда, наоборот, человек начинает не верить никакому источнику информации. И ему кажется, что всегда цель его обмануть. Мы, на самом деле, в своей каждодневной работе в новостях сталкиваемся с такими иногда экземплярами пропагандистского производства, причем такого глобального, что нам самим становится смешно, потому что многие кадры, например, привезенные нашими же корреспондентами из Сирии, становятся иллюстрацией якобы борьбы ополченцев в Донецкой Народной Республике или в Луганской. И тем не менее распознать информационную подделку можно, считают эксперты. Достаточно помнить, что дьявол всегда кроется в деталях. Самый простой способ – это найти первоисточник. Достаточно взглянуть, на кого он ссылается, кто автор снимка или видео, которое он публикует, где и когда оно было сделано, дата. Кто еще подтверждает информацию хотя бы со слов этого первоисточника? Они иногда даже не трудятся особо соблюсти пару-тройку самых обыкновенных журналистских правил. Да? Потому что та сенсация, которую они выдают, она должна затмить все. Она бьет эмоционально.
И вот это тот самый случай. Если эмоция перехлестывает через этот самый кадр, который выдают за сенсацию, и за этой эмоцией больше ничего не видно обыкновенной журналистской фактуры, первый признак того, что это подделка. Если сенсационное сообщение, напротив, не подкреплено видеозаписью или снимками с места события, это тоже повод задуматься, не является ли оно фальшивым. Когда разные источники дают один и тот же текст, также стоит заподозрить неладное. Не верь глазам своим. Эта фраза должна стать девизом для всех, кто получает информацию посредством интернета. Лжи будет еще больше. Обман станет еще более изощренным.